Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим свиную грудинку с черносливом в духовке. Мясной рулет, приготовленный по этому рецепту, получается не только вкусным, но и красивым. Отлично подойдет как мясная закуска на праздничный стол или же просто на бутерброды. Готовить такую буженину несложно. Главное взять нежирную грудинку и правильно подобрать специи. На специях я остановлюсь подробнее в процессе приготовления. Так что досмотрите видео до конца, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Для мясного рулета я взяла 300 кг грудинки, 150 грамм чернослива, 5-6 зубчиков чеснока, по 1 чайной ложке базилика, эстрагона, тимьяна, кориандра, паприки и зиры, 1/3 чайной ложки розмарина и молотого лаврового листа, острый перец, черный молотый перец и соль по вкусу. У меня сегодня вот такая грудинка. Она достаточно мясная, но все же немного жирка на ней есть. Это очень хорошо. Кусочек у меня не толстый, поэтому разрезать я ничего не буду. Рулет легко свернется. С грудинкой все понятно. Теперь специи. Конечно, есть готовые наборы различных специй для мяса, спокойно можете взять их. Но, как правило, состав специй меняется в зависимости от того, каким способом вы готовите мясо. Чеснок у меня свежий. Выдавливаю его через пресс. 3 главные специи для буженины – это соль, черный молотый перец и чеснок. Но если добавить еще пряные травы, то грудинка получится очень ароматной и вкусной. Я смешала по чайной ложке базилика, эстрагона, тимьяна, кориандра, паприки и зиры. Конечно, ложку я набирала без горки. Отправляю к нему все специи, кроме соли и черного перца. Розмарин и молотый лавровый лист я взяла 3 чайные ложки. Острый перец берите по своему вкусу. Чтобы удобнее было натирать грудинку, в специи добавлю ложку растительного масла и перемешаю. Чернослив у меня крупный и мясистый. Я разрежу его на 3 части. Можно, конечно же, оставить и целым. Вот и все нехитрые приготовления. Беру грудинку, натираю ее солью. И притрушу свежемолотым черным перцем. Половину приготовленной приправы втираю в мясо. Затем переворачиваю и в такой же последовательности натираю другую сторону. Примерно на этот кусочек у меня ушла столовая ложка соли. У меня на канале есть еще несколько рецептов приготовления свинины в духовке. Ссылку на плейлист я оставлю в описании под этим видео. Теперь смотрю, как у меня будет сворачиваться рулет, и раскладываю чернослив. Кстати, чернослив можно измельчить в блендере или на мясорубке и ровным слоем разложить по всей поверхности мяса. Но мне хочется, чтобы чернослив попадался крупными кусками. Старайтесь сворачивать рулет потуже, чтобы потом он не рассыпался. Теперь я обмотаю его ниткой, чтобы он не развернулся в процессе запекания. Это уже делайте так, как удобно вам.
Вот такой рулетик получился. Перекладываю его в рукав для запекания и оставляю на несколько часов, чтобы он пропитался всеми специями. У меня рулет провел в холодильнике ночь, и теперь я оставлю его на столе примерно на час, чтобы он прогрелся до комнатной температуры. Духовку разогреваю до 180 градусов. Выпекаю примерно 1,5 часа, но время выпечки зависит от размера буженины и от вашей духовки. С остывшего рулета срезаю нитки. Отрежу кусочек. Вот такая буженина получилась. Пока она запекалась, такой аромат стоял, не передать словами. Нарезаю рулет кусочками. Отличная холодная закуска получилась. Так что обязательно попробуйте ее приготовить. И не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.